Друзья, всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream из солнечного Вьетнама. Но, как я и обещал, дошли мои руки до этого аквариума, и наконец-то я решил поменять этот Ехинодорус на более красивое и мелкое растение, а именно вот такая мини-валеснерия, длинная, тонколистная. Она есть у меня в других моих аквариумах, она мне очень нравится, очень хорошо растет, разрастается и очень хорошо для поддержания биобаланса. Ну что, пора за работу. Чувствую, сейчас я буду вытаскивать этот Ехинодорус, и поднимется очень много мути и грязи. Потревожу немножко микрофлору этого аквариума, но что делать? Зато будет гораздо красивее. Ой, нет, друзья, не получится его просто так вытащить. Корни так сильно разрослись, что если я начну его вытаскивать, весь скейп разрушится. Поэтому что делать? Придется его полностью обрезать. Итак, полностью вытащил Ехинодорус, обрезал основное корневище. Сколько мелких корней смог вытащить, столько вытащил. Видите, сколько мути, грязи. Сейчас я спущу на процентов 30 воды, соберу заодно грязь. Итак, Даня в стрессе, что происходит с их домом. Теперь я заполню опять полностью аквариум водой. Так будет легче сажать эти высокие новые растения. Итак, кусты довольно большие, вон, смотрите, такие толстые корни. Буду сажать прямо так, откапывать немножко, раскапывать небольшую ямку и буду сажать. И присыплю в конце все песком, чтобы хорошо держались. Итак, песком сейчас буду засыпать, иначе они всплывают. Итак, последний кусок большой я разбил на много маленьких кусочков, и сейчас с помощью щипцов буду их сажать и делать более густой скейп.
что, друзья, прошло 2 дня, вода прозрачная, и посмотрите, как красиво получилось. Все-таки не зря я решил переделать, потому что этот Ахинадор испортил весь скейп, смотрелся совершенно не сбалансированно, а теперь с этой тонкой травкой посмотрите, как все красиво и сбалансированно смотрится. Данио счастливы. Ну и пока я ждал, когда вода станет полностью прозрачной, я съездил на рынок и купил немножко мха. Я хочу его еще раз попробовать посадить на вот это дерево. Как я вам говорил в одном из своих прошлых видео, мох здесь не прижился в самом начале и полностью исчез. Сейчас, спустя 1,5 года этому аквариуму, баланс здесь полностью восстановился. И мне кажется, что в этот раз мох будет чувствовать себя хорошо. Поэтому еще одна попытка. Только сажать в этот раз я его буду не с помощью клея, а с помощью тонкой лески. Мне кажется, что этот способ все-таки гораздо лучше. Так что сейчас я спущу воду до вот этого уровня и начнем крепить наш мох. Итак, вот такой Christmas мох, целая пластинка. Я думаю, что весь использовать не будем, слишком много. И вот такая леска тонкая. Пусть это тяжелее, чем клеить мох, но зато, я думаю, будет гораздо эффективней. Готово. Теперь снова заливаем водой и можно любоваться красотой. Мох готов. Надеюсь, будет расти. Теперь все зелено и красиво. Так что не бойтесь перемен в вашем аквариуме. Всегда меняйте, если что-то хочется поменять. Также, друзья, в сегодняшнем видео вы часто меня спрашиваете в комментариях, какие у меня параметры воды в моих аквариумах. Честно говоря, тесты я практически никогда не делаю. Просто у меня, во-первых, нет на это времени, во-вторых, аквариумы все в порядке, все работают. Если есть какие-то проблемы с аквариумом, то я просто меняю воду, добавляю кондиционер для воды и бактерию. На этом все. На тестах я никогда не заморачивался и не заморачиваюсь. Поэтому специально для вас делаю тесты. Давным-давно купил я вот такой тест на pH, электронный. И старенький, вот он у меня до сих пор, старенький pH и pH тест в жидкости.
Поэтому будем измерять и на электронном, и на жидкостном. Здесь мы только GH сможем проверить, здесь GH и KH. Проверим мы воду как в старых аквариумах, которым больше года, либо полутора, так и в моих новых, и сравним. Итак, первым измерим GH с помощью электронного измерителя. И начнем вот с этого аквариума, которому ему уже 2 года. Итак, воду я здесь менял больше недели назад, так что давайте измерим. Итак, и GH здесь у нас довольно высоковат, обычно не такой высокий. Здесь GH 192 ppm. Видите, 192. Этому аквариуму 1,5. Посмотрим, что у него. Странно. Может, не работает. Показывает то же самое. А здесь аж 201. Тоже высоковато. Обычно где-то 150. Странно. Окей. Вот в этом тоже стареньком, ему где-то чуть больше года. Нано-аквариум без фильтра. Начинаем. Проверяем GH. Смотрите, в аквариуме без фильтра 123. Давайте еще какой-нибудь возьмем. Вот этот самый-самый старый нано-аквариум. Ему 2,5. Посмотрим, что у нас здесь. 153. Так, ну еще из старенького, что у нас. Давайте в большом кубическом проверим. Ему год. Сколько показывает? 165. Мой последний нано-аквариум, который я сделал, смотрите, как он разросся. Кстати, здесь биобаланс восстановился довольно быстро. Я думаю, что скоро уже можно уж кого-нибудь запускать. Давайте посмотрим, что здесь показывает. 126. Аквариум с фильтром. Самый мой первый аквариум с 2020 года. Он у меня, ему уже 3 года. Посмотрим, что он нам покажет. 163. Итак, теперь измерим GH с помощью жидкостного теста. В общем, друзья, тест не получился. Я думаю, что тесты слишком старые. Ну вот GH до 22 года, GH до 24 тоже ничего не происходит, цвет вообще не меняется. Странно. Но хотя бы мы знаем наш GH с помощью электронного теста. Поэтому не знаю, буду ли я покупать новые тесты, я просто ими не пользуюсь. Итак, друзья, ну и последнее, что мне хочется вам показать, это мой микроаквариум с сухим стартом, как вы видели в моем последнем видео. И прошло 3 дня, и появились ростки первые. Кстати, появились они буквально сегодня, когда я зашел. Я вчера проверял, было всего 2 маленьких росточка. Сегодня пришел, прошла ночь, прошел вечер, прошла ночь. Сегодня я возвращаюсь, и практически уже все усыпано мелкими-мелкими первыми ростками. Давайте я вам покажу. Итак, друзья, вот он, посмотрите, вот они росточки. Появляется наш зеленый коврик, посмотрите, сколько их уже. Стоило им только выпустить корешок, и буквально за ночь они тут же начали распускаться. Красота, не терпится увидеть их во взрослом виде.
За обновлением дальше смотрите в моих следующих видео. Ну что, друзья, на этом мы закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал и на мою страничку в Instagram, чтобы следить за обновлениями моих аквариумов и за новыми проектами. Увидимся снова. Пока-пока.